Всем привет! Вы на канале Моторный Лайф. В старинном украинском городе Умань есть живописный уголок, который называют чудом жемчужиной Украины. Он также входит в десятку самых красивых парков мира, который очаровывает своим романтическим стилем. Это Уманский дендрологический парк Софиевка. Этот парк в Умани для своей супруги Софии в XVIII веке основал польский военный и политический деятель Станислав Потоцкий. За 6 лет под руководством инженера Метцеля и с помощью обычных граждан на месте оврага появился один из лучших садов во всей Европе. Любовь заставляет людей совершать безумные поступки. Именно это чувство послужило причиной возникновения многих достопримечательностей, одна из которых и расположилась в центре Украины. София, для которой и был основан парк, гречанка по происхождению, появилась на свет 12 января 1760 года в Бурсе. Когда ей исполнилось 12 лет, семья решила переехать в Стамбул, но отец внезапно умер. Оставшись в огромном городе с 2 детьми на руках, у Софии еще была сестра, и без гроша мать решила продать девочек представителям тогдашней власти. На Софию обратил внимание польский посол, который выкупил ее и забрал в Польшу. Но в эту страну София так и не доехала. Заехав в Каменец-Подольский по дороге, гречанка встретила сына коменданта крепости Юсифа Витта, который от нее потерял голову. Вскоре пара поженилась без благословения родителей. В 1791 году София посетила бал в Яссах, где и встретила магната Потоцкого. Несмотря на замужество и 3 детей, она решила завоевать его сердце. Впрочем, Станислав тоже был женат и имел 11 детей со своей супругой Юзефиной. План красавицы Софии был успешным. Между парой завязались отношения, и они решили порвать со своими семьями. Потоцкий заплатил Юзефу более 2 миллионов злотых, таким образом, по сути, купив гречанку. С разводом польского богача все было намного сложнее. Жена шантажировала Станислава, обещая оставить без средств. Но спустя 7 долгих лет этот брак все же закончил свое существование, и влюбленные обвенчались в 1798 году. София как-то намекнула Потоцкому о том, что ей хотелось бы иметь свою территорию, где она бы смогла хотя бы мысленно возвращаться в родную Грецию. Влюбленный богач решил исполнить заветное желание своей любимой, сделав выбор в пользу земель у города Умань, где протекала река Каменка. Имя будущего детища было выбрано сразу – Софиевка. План достопримечательности создавался Людвигом Метцелем, польским инженером. Именно под его руководством тысячи крепостных с нуля возводили новый рельеф, наполняя его каньонами, гротами, водопадами и рукотворными бассейнами, а также более чем 3000 экзотических растений со всего мира. В 1800 году готовый парк был представлен Софии. Здесь она чувствовала себя как дома, ведь каждый уголок этого подарка был оформлен в стиле греческой мифологии и украшен скульптурами ее главных героев. Но недолго любвеобильная гречанка радовалась парку. Через несколько лет она закрутила роман со своим пасынком Ежи, который был младше нее на 16 лет. Узнав об этом, Станислав Потоцкий скончался от сердечного приступа в возрасте 53 лет. Что касается самой изменницы, то ее жизнь резко изменилась. Любимый сын Мячеслав украл все драгоценности и выгнал мать из поместья, что находилось в Тульчине. Остаток своей жизни София искупала прошлые грехи.
Редко какое произведение парковой архитектуры сравнится с Софиевкой. Таким количеством легенд и романтических историй, затерявшихся в тенистых аллеях, таинственных гротах. Старинными аллеями парка бродили Тарас Шевченко, Иван Котляревский, Сергей Волконский, Владимир Сосюра, Максим Рыльский. Софиевский парк, наверное, является и самым мистическим местом в Украине. Считается, что каждый житель Украины хоть раз в жизни должен побывать в Софиевском парке. В любое время года он прекрасен по-своему. И, пожалуй, можно гарантировать, что вы останетесь под большим впечатлением после посещения парка и запомните его на всю жизнь. В Софиевке просто огромное количество чудесных природных экспонатов. На площади почти 180 гектар растет более 3300 видов деревьев и кустов, как типичных для местной флоры, так и довольно экзотичных. Тут и болотный кипарис, и буки, и ели, и тюльпанное дерево. Отдельно стоит упомянуть о розариуме. Во время цветения складывается впечатление, что где-то рядом опрокинули несколько флаконов духов. В парке сохранился дуб возрастом около 400 лет, немой свидетель многих событий, происходивших в этих местах. По народным преданиям, именно под этим дубом собирались на совещание с казаками легендарные вожаки Максим Железняк и Иван Гонта. Также в парке есть живописные озера, водопады, гроты и даже подземная река, по которой можно проплыть на лодке. В парке есть 4 символа, которые по легенде исполнят ваши желания или избавят от недуга. Например, венец Весты. Главный вход парка украшают 2 каменные сторожевые башни, венец которых заимствован из храма древнегреческой богини домашнего очага и огня Весты. Все невесты стараются заманить сюда своих женихов. Сама Веста благословит вас и вашего спутника, когда вы пройдете под ее венцом. Внутри грота Калипсо, который раньше назывался Гротом Льва или Гротом Потоцкого, сам Потоцкий написал на польском языке: «Кто несчастлив, тот пусть зайдет и станет счастливым, а кто счастлив, пусть станет еще счастливее». Согласно преданию, нужно потрогать медную надпись, а после обойти вокруг стоящего посередине огромного камня трижды, после чего загадать желание. Также можно излечиться от хвори, если побывать возле Венеры-купальщицы. Если человек выпьет водицы из источника, где течет вода, а затем загадает желание избавиться от недуга, то хворь обязательно выйдет из тела. А с помощью большого водопада Софиевки можно испытать судьбу. Чтобы исполнилось сокровенное желание, нужно пройти по проходу прямо за его потоками. И если на тебя не упадет ни одна капля, все загаданное исполнится. Кстати, в годы Второй мировой войны некоторые сооружения парка были разрушены. А на поляне Дубинка немецкие захватчики хоронили своих погибших воинов. С 1955 по 1980 годы территория парка увеличилась на почти 21 гектар. Отремонтировались архитектурные сооружения. Но при наводнении 1980 года был нанесен серьезный ущерб Софиевке. Тогда из-за резкого потепления огромное количество талой воды обрушилось на парк. Погибли многие деревья и растения. Стихией были снесены и разрушены скульптуры, мосты,
размыты дорожки и аллеи. После наводнения проведено восстановление и капитальная реконструкция Софиевского паркового ансамбля. А с 90-х годов 20 века Софиевка становится самостоятельной научной организацией. Вы знаете, как же надо было любить женщину, чтобы создать такой шедевр? По замыслу творцов Софиевка является наглядной иллюстрацией к поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея», где каждая композиция содержит определенное содержание, отображает идею мифа или какого-то события. Парк действительно напоминает уголок древней Эллады. Трудно представить, какие титанические усилия были приложены ради того, чтобы дикая местность превратилась в сказочный парк. Шедевр, что появился более 200 лет назад, очаровывает нас и сегодня. Он есть вечным памятником самому прекрасному чувству любви.